Приветствую вас, друзья, с вами Сурвагер, а на ваших экранах очередной 16-й выпуск новостей по игре 7 Days to Die, в котором вас, как всегда, ждут самые последние новости с Ютуба, форума и прочих злачных мест. И, наверное, самая главная новость этой недели – это очередное видео от Джоэла с обзором новых зданий. Вообще-то, еще 12 октября в своем видео Джоэл четко пообещал через неделю показать нам в видео новую систему физики транспорта на примере обновленного мини-байка. Но что-то пошло не так. Прошло уже больше 2 недель, и в итоге видео, которым нас порадовал Джоэл, оказалось не про транспорт. Но следующее видео уже 100% будет про транспорт, и 100% через неделю. Так сказал Джоэл, так что верим, ждем, надеемся и материмся. Ну а сегодня мы разберем то видео, которое в данный момент имеем. В этом видео Джоэл показал нам 3 новых дома, из тех, которыми планируется заменить все здания в городке Дирсвиль. Список домов, как видите, весьма обширный, так что работа в этом направлении кипит. И как вы увидите позже, недавно нанятые дизайнеры уровней не зря едят свой хлеб, как говорится. Те дома, которые в данный момент есть в игре, мы уже хорошо изучили и точно знаем, где и что в них можно найти. Нам знаком каждый ящик, полка, дверь. Мы всегда знаем, в каком доме есть сейф, а в каком нет и прочие моменты. Сейчас все места лутания всегда находятся на своих местах, и нам уже достаточно просто глянуть на дом, чтобы понять, что и где мы там сможем найти. К примеру, в том доме на чердаке есть книжные полки, а в этом доме в подвале можно найти сейф, и так с каждым домом. В 17-й альфе в новых домах объекты, которые можно облутать, будут появляться случайным образом. Вот это поворот! То есть теперь нам действительно нужно будет изучать каждый отдельный дом. Кроме системы случайного спавна точек лута, также в 17-й альфе будут добавлены новые объекты, среди которых в данный момент уже реализованы разного типа поддоны с грузами, которые вы сейчас видите на экране. Также изменения коснулись внутреннего и внешнего оформления домов. Уже есть новые текстуры черепицы для крыши, которая пока что блестит как зеркало, но будет исправлена. Есть новые окна с решетками и красивыми рамами, новые текстуры для внутренней отделки стен, к ним относятся текстуры старых грязных обоев, скриншоты которых мы уже видели ранее, текстуры гниющего дерева для оформления чердаков, обновленная текстура обычного дерева, на которой теперь появился рисунок сучков, обновленная текстура старого и заплесневелого гипсокартона, которую многие уже видели при исследовании небоскребов, только там она была как новая. Новая текстура верхних и нижних плинтусов и так далее и тому подобное. Этажи в домах теперь будут иметь высоту 4 блока, что дало больше воли дизайнерам уровней при создании новых домов. Но не только это, по задумке разработчиков, должно заставить нас изучать каждый дом как новый, даже после нескольких часов игры. Новая концепция предполагает, что каждый дом будет чем-то вроде мини-уровня в игре, пройдя который в итоге можно будет получить ценный лут. Дома будут отличаться друг от друга по сложности прохождения, и награда за прохождение должна быть соразмерной сложности. Каждый дом будет иметь обширное подвальное помещение, а большинство, если не все окна, будут защищены решетками. И в целом попасть в дом старым привычным для нас способом с помощью топора и кирки будет уже сложнее. В то же время в каждый дом можно будет попасть и полностью его исследовать, не применяя специальные инструменты. Для этого дизайнерами уровней будут предусмотрены лазейки, которые не всегда можно будет обнаружить сходу, но они будут, стоит только поискать. К примеру, вот в этот дом можно попасть через подвал, вход в который в спешке забыли закрыть хозяева. Тут можно попасть в дом через полусгоревший чердак, забравшись на крышу по кондиционеру и другим выступающим элементам. Еще во внешнем оформлении домов могут появиться решетки и лианы, по которым также можно будет взбираться как по лестнице. А здесь дизайнеры уровней предлагают нам попасть в дом через уничтоженную взрывом часть стены подвала. Обратите внимание, тут в месте взрыва имеется часть трубы, и это не просто так. Это пример одной из множества головоломок, которые планируется еще ввести в игру. Конкретно эта головоломка еще не доработана, но планируется, что из куска этой трубы будет вырываться горячий пар или языки пламени. И чтобы пройти этот участок, нам нужно будет отыскать вентиль и перекрыть поступление газа или пара, чтобы пройти дальше, и так далее. Хотелось бы, чтобы трубы могли использовать не только дизайнеры уровней, но и обычные игроки, к примеру, чтобы создавать огненные ловушки, ну или создавать водопровод и систему полива и прочие радости цивилизации. В целом, возможность исследовать дом без разрушения преград будет актуальна не только на начальных этапах игры, когда в наличии у нас будет только каменный топор и деревянный лук, но и на более поздних этапах игры после того, как мы обзаведемся более серьезными инструментами. Ведь исследовать дом, ничего не ломая, а пытаясь пройти испытания, которые для нас придумали дизайнеры, это будет хороший челлендж.
Если вас смутило громадное количество зомби в одном из домов, то не переживайте, такого в игре не будет. Это просто при генерации дома Джоэл случайно включил спаун спящих во всех возможных точках и позах. В игре их будет гораздо меньше. И последнее из интересного — это изображение Ноя, предводителя фракции Белой реки, такой себе спойлер. Теперь мы знаем, как он выглядит. На этой приятной ноте я с вами прощаюсь, ссылку на полный вариант видео от Джоэла оставлю в описании, а с вами как всегда был Сурвагер. Совсем скоро ожидайте видео с новостями с форума. Не забывайте про лайки и репосты, это мотивирует меня собирать для вас всяческие новости и делать подобные обзоры. Увидимся в следующих видео, всем пока!